Привет. Я еду сдавать анализы. Что-то так стрёмно вообще. Я сегодня ночью так плохо спала. Ой, что ж будет ночью перед операцией? Короче, как вы поняли, я делаю себе операцию на ногу. Варикоз вены лазером. А, как я боюсь, это вообще ужас. Сегодня я сдаю анализы. Сейчас поеду там 3 анализа крови сдавать нужно. В институте вен в Харькове на Пушкинской, который находится, вдруг кому надо. У врача, если вам надо какого, тоже спрашивайте, скажу в личку. И назначена у меня операция на когда? На 3 или на 5 число. Блин, что-то забыла. Короче, сдаю, сейчас еду анализы. И через пару дней уже операция. Мужа возьму с собой как моральную поддержку. Я боюсь этих всех вещей, но делать надо. Все, взяли мне анализы, померили мою ногу под чулки. Ой, назначили день операции, время 10 утра разметка, 10:40 операция. Ну, в общем, разметку делать. Сейчас я иду куда-нибудь покушать, а потом к Лене на ресницы. Смотрите, какой у меня красивый завтрак сегодня. Тост с уткой, яйцо пашот, кофе. Сейчас еще сырнички принесут. Наконец-то принесли мои сырники с шариком мороженого. Все, кушаю и бегу. Я решила сделать включение вечернее. Вообще не собиралась ничего записывать. Сейчас вообще иду мыть голову, готовиться. У меня из-за такое освещение еще раз. Я не собиралась снимать видео. Так, вода просто холодная, ванну я открыла, чтобы на стекло нагрелась. В общем, у меня завтра операция. Я так боюсь, слушайте, вообще. Но ее нужно делать, обратного пути нет. У меня вена настолько... Не одна вена, у меня на 2 ногах вены такие уже стали ужасные. И просто склеротерапия уже не поможет. Но я вам рассказывала про УЗИ, про все эти моменты. Короче, анализы сегодня... Нет, не сегодня, вчера пришли мои анализы все. И... Завтра утром у меня операция в 8:40 утра. Мы уже должны быть в институте вен. Я, блин, боюсь, капец. Мне сейчас нужно пить таблетку гиазепама, гидазепама, короче, какого-то гиазепама. Я, если честно, не знаю. Это транквилизатор, как я понимаю. Я транквилизаторы в жизни никогда не пила. Я даже не знаю, что это такое. И, если честно, я даже боюсь пить. Начиталась отзывов, что там вообще, короче... Мне нужно сегодня таблетку выпить перед сном. И завтра за 2 часа до операции. То есть я проснулась, позавтракала, выпила таблетку гиазепама, короче, этого транквилизатора. И все, я приехала на операцию. У меня будет разметка. Завтра будем делать левую ногу, самую большую, самую выпирающую вену. Я покажу вам, что у меня до. Потом, когда все это через 10 дней снимут, мне перевязку сделают, покажу через 10 дней, как это будет выглядеть, и потом через месяц покажу, как это будет выглядеть после. Говорят, что будут какие-то синяки там, короче, не очень будет эстетически выглядеть первое время. Ну да ладно. Но никакая склеротерапия мне уже не поможет, и нужно ее удалять. Эта вена вообще не рабочая, там она... Ну, и спереди, и сзади, и внутри, и в общем... Я не знаю, зачем я включила камеру, сейчас это все записываю, но мне просто страшно. И я боюсь, наверное... Не всегда страшно, знаете, неизвестности какой-то. Все-таки, хоть это и лазерная операция, да, не хирургическая, как... Маме моей, например, вены удаляли хирургическим путем, вытаскивали, да, их лазером запаивают, новые эти все технологии. Но все равно страшно. Будет местная анестезия, как я понимаю. Мама моя тоже сделала в декабре себе такую операцию. Вроде, говорит, все нормально. Всем довольна, ничего страшного нет, что я не боялась, короче.
И что? Я еще таблетку не пила, но я уже туплю, потому что мне стрёмно. Я сейчас пойду купаться, мыть голову, короче, подготавливаться к операции, потом выпью таблетку и лягу спать. Я надеюсь, я эту ночь посплю. Завтра я вряд ли что-то буду записывать, потому что я буду вся буду на иголках. Но вдруг мне транквилизатор поможет, и я вообще буду такая... Я, если честно, не знаю, как они действуют, и я надеюсь, все нормально будет. А вот, Антон со мной вместе идет, как моя группа поддержки, как всегда, он на всех больничных мероприятиях со мной вместе. Роды вместе, операции вместе. Вот, и после операции, я знаю точно, нужно будет ходить 3 часа. Нельзя ни сидеть, ни стоять, ни лежать, нужно ходить. И мы так подумали, что мы пойдем с института Вен домой пешком. Вот. Ну, короче, я когда смогу, я выйду к вам на связь, расскажу все. Но сегодня вечер перед операцией. Я даже не знаю, когда в следующий раз запишу видео, поэтому я решила снять, пока что я еще такая вся а-ля-ля-ля. Вот, ладно, вот что-то я на 4 минуты уже наболтала. Желайте мне удачи и увидимся с вами уже после операции. Первый раз. Как в той больничке, да? Кстати, такой классный сериал начала смотреть. Сейчас я музыку выключу. Фона горькая такая, чтобы мне за авторское право не заблокировали. Короче, всем советую посмотреть сериал. Очень классный. Называется «Ход королевой». В Netflix я смотрела. Фона горькая, капец. «Ход королевой». И там они, вот эти девочки, которые были в детском доме, великая шахматистка, короче, про великую шахматистку, очень прикольный. Им там каждый вечер давали транквилизаторы, но после этих транквилизаторов на потолке видела шахматную доску, просчитывала все ходы и стала, короче, великой чемпионкой по шахматам. Может, я тоже сейчас что-нибудь увижу, завтра проснусь знаменитой. Короче, голову я уже помыла, чуть-чуть не досушила, я всегда не до конца досушиваю. Это у меня, знаете, видос-влог, влог варикозного расширения вен, лазерное удаление, плюс подготовка, короче, мое состояние, мои переживания, мои нервы. Вот, в общем, ладно, до завтра, желаю мне удачи. Ну что, всем доброе утро, сегодня день операции, встала 6:30. Взяла с собой телефон, выпила сейчас опять этот едозепам и жду такси. Антон, как обычно, выходит последний. Подача через 5 минут, а я после этой таблетки вообще спать так хочу. Я решила, что мне нужно выйти на свежий воздух, подышать воздухом, потому что в шубе жарко. Боюсь, девчат, капец. Таблетка, она вроде помогает, но все равно состояние такое, знаете, как пьяный. В общем, едем. Не сделали операцию. У меня нога, я тут зашла просто в туалет, руки помыть. Вся перебинтованная, замотанная, в чулке одетая. Ох. Теперь у меня реабилитационный период через 5 дней на перевязку. Вот. Но, конечно, врачи потрясающие, анестезиолог, медсестры вообще поддерживали так.
веселили, смешили, спрашивали. Оказалось, врач со мной вместе в одной школе учился. Но не моего возраста, просто в свое время он в моей школе учился. Очень крутые все врачи, и вообще операция была не страшная. И я, наверное, дома вам подробно все расскажу. У меня еще до сих пор руки немножко, значит, такое подтрушивают. Не знаю почему. Сейчас зашла в туалет. И потом пойдем 3 часа гулять с мужем по городу. Он меня там ждет, уже вещи забирает, а я... В общем, только после операции. Мне, правда, дали таблетки, а таблетки, кстати, я положила вечером. Если будет анестезия отходить, нога болит, надо выпить. Хорошо, сегодня чуть-чуть не холодно. Какао. Они здесь их прям делают в таких штуках. Перекус. Ой, ну что, я уже дома. Сейчас тут у меня Склифосовский, 8 сезон. Хожу по квартире, беговую дорожку надо, чтобы муж подвинул, потому что она выдвинутая, короче. Придется после тренировки подвинет. А болит жутко. Мне дали еще таблетки сегодня, диклофенак пить. Не могу ни лежать, ни стоять. У меня уже была истерика, уже плакала, короче. Все эти этапы прошла. Особенно, когда ты не можешь сесть в туалет элементарно. Извиняюсь за такие подробности, потому что нога у тебя не сгинается просто. Ты не можешь присесть. И она со всех сторон болит. И, короче, больно, ужас. Ну ничего, я все выдержу. Лизун? Яйцо? Киндер яйцо? Да. Я кукую, яйцо. Я не знаю, где сынуль. В общем, я хожу по квартире туда-сюда. Вечером муж подвинет дорожку, буду. Нужно в течение 2 недель каждый день ходить по 2 часа, по часу минимум. Я буду ходить час утром, час вечером, чтобы не было застоя. Вот. В этом мне спасибо моей беговой дорожке, она мне в этом поможет. Я еще в этой, короче, футболке, в которой я была на операции. Сейчас покажу вам мою ногу поближе к зеркалу. Ой, ну, конечно, первый день он самый сложный. Надеюсь, дальше будет легче. Выйду на связь к вам попозже. Мне дали еще вот такие вот, короче, чулки. Они входят в стоимость операции. Здесь чулок и такая специальная штука, которая помогает его одеть. Один вот на мне, зеленка еще. А здесь второй. На перевязку мне идти через 3 суток. Взять с собой второй. Вот такие вот чулки. Еще дали, знаете что? Как вести себя после операции. Что запрещено снимать компрессию. Обязательно пешие прогулки 2 часа. Тяжести больше 3 килограмм не поднимать. Ну, короче, куча рекомендаций. Это то, с чем я пришла. И это то, что мне делали на украинском языке. Еще мне дали такие таблетки. Фаниган называются. Здесь 4 штуки. 1 утром выпить, 1 вечером. Можно пить по 2 в день. Ну что, всем привет. Сегодня 2-й день. Ночь прошла моя более-менее нормально. Спасибо таблеткам диклофенак, которые я вчера пила перед сном, потому что нога болела очень сильно. И после этой таблетки у меня прошла вся боль абсолютно. И я хорошо спала ночью. Но это еще не все. Сегодня утром я проснулась в 9 утра, поела сырники, спасибо мамочке, которая мне их пожарила. Походила час на беговой дорожке, и спустя час я снова легла спать. У меня сегодня такое состояние было, как будто я неделю не спала, мне так сильно хотелось спать.
Вот, и сейчас я только проснулась. Вы представляете, я полдня проспала. Наверное, такая была общая какая-то нагрузка на организм, что ему хотелось просто отоспаться. Кстати, отек на ноге постепенно спадает, но он все еще есть. Еще такая губля. Вот, еще вся ножка у мамы перемотана, да, сынуль? Угу. Такая. Давид хочет в кадр залезть. Девочки, пока я тут лежу, отдыхаю от ходьбы, хотела быстро, вкратце вам рассказать. Вдруг кому будет это интересно. Я с ней целый день сплю, поэтому я такая вся сонная. Вообще кофе не пила, я не знаю, какие-то у меня отходники. В общем, сначала вы сдаете анализы, вам берут кровь. По-моему, там 3 пробирки, если я не ошибаюсь. Это происходит где-то за неделю до операции, после чего в день операции... Нет, вы приходите тогда, когда анализ еще сдаете, вам меряют вашу ногу под чулок, который входит в стоимость операции, компрессионный, который вам потом оденут. И дают 2 таблетки гиазепама, чтобы одну вечером выпить, одну утром. Вечером вы пьете эту таблетку, мы вместе с вами ее пили. Утром вы тоже ее пьете, приезжаете, кушаете за 2 часа до операции, пьете эту таблетку, приезжаете, там делают разметку на ноге зеленкой. Мне делали вместе до сих пор зеленка на ноге. УЗИ, в общем, вводят УЗИ аппаратом, смотрят, какие места нужно оперировать, и делают на них разметку. Это длится минут 20, наверное. После чего вас отправляют в операционную, и, собственно, там уже завешивают вот этой вот штукой, да, чтобы ничего не видеть. Рядом стоит УЗИ-аппарат, по которому ориентируются врачи, тоже смотрят, куда там лазер этот запускать. Мне делали и лазером, и пеной, и что мне только там не делали. Мне делали сзади, сбоку, спереди, в общем, со всех сторон, если честно. Сама операция, она, в принципе, безболезненная. Ну, как относительно болезненные вот эти уколы, которые вас обкалывают, ногу обкалывают вокруг вены, я так понимаю. И вот этих уколов, их очень много, очень. Ну, я даже не знаю сколько, но мне кажется, в районе 50 штук. Но их не сразу вам все фигачат. Вам какой-то участочек обкололи, туда запустили лазер, потом следующий участочек обкалывают. И вот так вот такими вот этапами. Всегда перед каждым уколом предупреждают, говорят: Катюша, сейчас будет укольчик. Там, не дергайся. Я там лежала, знаете, кулаки сжимала, когда больно было от этих уколов. После этого укола ты уже ничего не чувствуешь, ничего не ощущаешь, тебе не больно. Даже когда последующие уколы туда фигачат, ты их уже, ну, особо так не ощущаешь. Вот. Все время с тобой разговаривают, спрашивают про твое самочувствие. Врач-анестезиолог со мной стояла, разговаривала про детские секции, про наше занятие футболом и монтессори. Оказалось, там вообще столько общих тем и с врачом, и он оказался тоже учился в моей школе и на моем районе был. Ну, короче, обстановка в операционной была шикарная. Играла музычка, все доброжелательно настроены, все за тебя переживают, спрашивают. И знаете, не просто там тупо молча, так, все, лежи, молчи, не двигайся. Нет, здесь прям каждый, не знаю, 2-3 минуты над тобой все трусятся, спрашивают. Ну, короче, очень доброжелательно, очень кайфово, очень классная атмосфера. Ты даже, ну, знаете, расслабляешься, можно так сказать. Все эти волнения уходят, и перед тобой ты лежишь, я вижу эти часы, как они идут медленно, да, эта операция. Но она мне шла где-то 1,5 часа, по-моему. Ну, может быть, в районе 2 часов шла мне операция. Потом после операции мне наклеивали такие специальные пластыри, бинты, я не знаю, как это называется правильно, на ногу, и надевали компрессионные чулки. После операции нужно обязательно ходить не менее 3 часов. Потом нельзя наклоняться ни в коем случае, там
тужится. Вдруг у кого проблемы со стулом, у меня такие, слава богу, нет. Короче, нельзя напрягать мышцы, пресс, живота, чтобы... Я даже когда пыталась, знаете, операция закончилась, я такая поднимала голову, что встать, и мне так сразу лежать, через бок встаем, а то сейчас говорится, что мы склеили, все расклеится. Короче, нельзя, вы поняли? Ну вот место, там где пресс, мышцы живота, их нельзя напрягать. Нужно аккуратно через бок вставать, нельзя вообще наклоняться, нельзя поднимать ничего более 3 килограмм. Вот, и знаете, у всех разные операции. Вот у меня у мамы была операция, тоже в этом же институте вен перед Новым годом, и у нее перевязка была через 10 дней. Мне на перевязку сказали прийти через 3 дня. Но мамы моей вообще вен нет, и их все вытащили еще когда я была маленькая. А сейчас у нее были мелкими венами занимались. И у всех разные операции, у всех разные сроки. Когда надо на перевязку приходить. На УЗИ надо будет через 3 месяца, потом через 6, через год. Вот. Вчера нога, конечно, у меня очень сильно болела. Нереально просто болела. Я и плакать умудрялась, и смеяться, и ходить, и лежать. Лежать было вообще невозможно. Они дали с собой 4 таблетки диклофенак там с каким-то дополнительным компонентом. Я, если честно, название всех этих не знаю. И я думала, что я справлюсь, что я не буду пить, но нет, я не справилась. Я все-таки 1 таблетку диклофенака на ночь выпила, и благодаря вот этой вот таблетке диклофенака я ночь, слава богу, спала нормально. Сегодня утром первым делом проснулась, пошла на беговую дорожку ходить. Вот, в течение дня тоже стараюсь либо лежать, либо ходить. Сидеть нельзя, чтобы не было застоя. Вот. Как-то так. Вроде бы в общих чертах вам все описала. Потом схожу еще на перевязку. Возможно, что-то дополню. Ой, пойду сейчас опять ходить на дорожку. Ой, меня сегодня целый день клонит сон. Я целый день сплю, не знаю почему. Ну, а в общем, хочу сказать, что не бойтесь. Это, конечно, страшно. Операции, эти все операционные столы, врачи. Это все, конечно, может казаться очень всем страшным. Я сама очень долго решалась, но больше всего, конечно, я боялась тромбоза, поэтому я ходила, делала УЗИ каждый год. У меня на 6-м месяце вообще эта вена вылезла, когда я Тимуром была беременна. И я знаю, что если этим не заниматься, то закончится все это очень плохо. Поэтому здесь уже как бы перевешивать, знаете, не страхи какие-то свои, а здоровье. Нужно чуть-чуть потерпеть 1 день, да, 1 день пережить это все. Но зато потом не переживайте. Ну, понятное дело, носить компрессионные чулки мне теперь придется постоянно, потому что у меня на 2-й ноге тоже вена, блин, вылезла уже. Но она не такая, конечно, страшная, как на той была, но у меня на 2-й ноге внутренние вены еще тоже клапанные, там есть нерабочие. Короче, на 2-й ноге тоже надо будет операцию делать, но по финансам это, конечно, все очень затратно. Не знаю, может быть, в этом году сделаю на 2-й ноге, если ее не получится, то в следующем, но ее делать придется обязательно, вот. И в компрессионных чулках нужно ходить месяц обязательно для той ноги, которая прооперирована, и потом в любых нагрузках, там, спортивных каких-то тренировках нужно обязательно это все одевать. Ну и плюс нельзя, естественно, сауны, бани, вся эта горячая температура, которая сосуды расширяет, ванны горячие, это все нельзя. Вот, как-то так. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях, а увидимся с вами уже после перевязки. Как хорошо, что у меня есть беговая дорожка, и я могу на ней ходить. Правда, скорость, видите, моя нога, синяк уже. Быстро не могу ходить, поэтому я хожу на скорости 2,5 км в час. По часу, по полчаса, несколько раз в день. 3-4 раза в день. Прям босиком. Ходила сначала в тапках. Но на такой скорости можно и босиком походить. Главное, чтобы кровь не застаивалась и нога постоянно была в движении. Поэтому вот мой помощник. Как я рада, что у меня все-таки есть беговая дорожка. Девочки, привет. Сейчас с вами поздороваюсь. И жду мужа. Он едет домой. Будет сидеть с Тимуркой, а я поеду. У меня сегодня перевязка. Боже, я уже ее
Если честно, дождаться не могу. У меня, короче, на коленке начало что-то жутко печь. Я не знаю, что там печет. Он говорит, что это может быть какая-то гематома там. Вот. И мне сегодня должны сделать перевязку, проверить, как мои там обстоят дела. Я надеюсь, мне снимут вот эти утягивающие бинты, жгуты, как их правильно называют, потому что они очень давят, с ними невозможно ходить, и когда коленка сгибается, разгибается, это жуткий дискомфорт. Я надеюсь, мне это сегодня снимут, и я буду ходить просто в компрессионном белье. Это намного будет удобнее, комфортнее, чем с этими повязками, которые приклеивают. Это очень, конечно, дискомфортно. У меня на 2:30 у меня перевязка. Сейчас Антон приезжает, я беру такси и еду. Потом выйду к вам на связь, расскажу, как все прошло. Ну что, я приехала на перевязку в институт вен. Самое сложное было это преодолеть эту лестницу. Из-за того, что нога сильно-сильно перевязана, она практически не сгибается. Надеюсь, сейчас мне все снимут и будет полегче. Так, ну что, все, сняли мне эти штуки. Капец, их больнее снимать, чем сама операция, их реально. Там еще, знаете, вот это то, что заживает, корочка, ну, к ноге, когда, ну, знаете, когда ранка покрывается, да, корочка при заживлении, когда снимаются вот эти вот штуки, ну, вместе с этой корочкой, капец, я там держалась за вот эту железную трубу, мне реально было больнее снимать эти повязки, чем, наверное, сами уколы во время операции, хотя, может, я уже просто не помню. В общем, все, посмотрели на УЗИ, все нормально, все отлично. Нога, конечно, сейчас выглядит просто пипец. Я приеду домой, вам покажу. Но так у меня следующий осмотр через 3 месяца на УЗИ. Все, да, после этого, после сегодняшнего дня, мне теперь просто ждать 3 месяца УЗИ и все. Вот, но я для тех, кто не слабонервный, приеду домой сейчас и покажу, как выглядит моя нога после операции. Вот. Ну, в общем-то, я довольна. Так, ну что, вот так выглядит моя нога после душа. Вот такая вот. Тут у меня пекло, то, что натерло. Сзади тоже, но это снять нереально. Ой, блин, вообще вот. Ждем заживления. Так, смотрите, я делаю еще второй чулок на всякий случай от моей вот этой вены. Смотрите, все не так страшно, как кажется. Я здесь приклеила медицинский пластырь, там, где сочилось чуть-чуть у меня. Вообще уже все, в принципе, выглядит не так страшно. Коленка теперь сгибается благодаря тому, что у меня сняли все эти повязки. И так, более-менее дома я теперь хожу, нормально все защищено, все отлично. На ночь можно теперь чулок снимать, можно купаться, ходить только днем. В общем, такой у меня получился видос. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Поддержите, пожалуйста, его лайком. Я старалась, для вас много снимала, делилась своей историей и рассчитываю на вашу обратную связь. Мне будет очень-очень приятно. Ну а на этом все. Желаю вам быть здоровыми. До скорых встреч. Пока-пока.